Добрый день, меня зовут Евгений, я сервис-инженер компании EDX Системы. Сейчас мы с вами рассмотрим самые частые вопросы и проблемы во время записи электромиографии, а также при анализе и формировании заключения. Если мы видим высокочастотную и высокоамплитудную наводку на записи, нам нужно посмотреть, проверить заземляющий электрод, все ли с ним в порядке. Самое простое, что нам нужно сделать, это смочить его в воде или физрастворе. Располагаем электрод между стимулирующим и съемным. В данном случае мы пишем антидромную методику. Наш съемный электрод находится на среднем пальце, и мы стимулируем срединный нерв. Вторая причина, по которой может идти сетевая наводка, это незаземленная розетка, в которую подключен ваш компьютер или ноутбук. Тогда при установке стимулирующего электрода мы видим характерную наводку на нашей кривой. Если вы видите такую наводку, есть следующий способ решения этого вопроса. Мы можем подключить вместо блока питания Powerbank. На задней панели отключаем блок питания, подключаем Powerbank. Теперь наш усилитель полностью запитан от Powerbank и никак не зависит от наводки сети. Дополнительно также можем отключить питание ноутбука, если в вашем случае это ноутбук. Теперь же мы видим, что эта наводка отсутствует. Одним из важных фактов, которые следует учесть, это площадь заземляющего электрода. В данном случае мы пользуемся стандартными электродами. Если вы пользуетесь электродами стороннего производителя, то нужно учесть, что площадь заземляющего электрода должна быть не менее 8 квадратных сантиметров. Если вы используете клеящие электроды, то вы можете их разрезать пополам и использовать так, как использую их я. И референты активные у вас должны быть одинаковой площади. Импеданс у нас в данном случае практически одинаков. Это тоже нужно обращать внимание. Если все же электроды старые, бывает такое, что клеящая поверхность у них высыхает и контакт становится гораздо хуже. Мы можем просто смочить электроды водой или физраствором дополнительно. Это улучшит контакт и, соответственно, запись будет намного чище. Во время записи в окне лента мы видим непосредственно запись нашего канала. Мы можем включить «Проверить импеданс», изменить скорость, усиление. Также нужно проверить, какие у вас стоят фильтры. Мы выберем фильтры 22 тысячи, а также включим режекцию сетевой помехи 50 Гц. Еще один из самых распространенных вопросов во время записи. Выбираем методику, выбираем стимуляцию, но у нас либо не найден усилитель, либо подключен неверный тип прибора. Обязательно проверьте USB соединение. Если все в порядке, зайдите в диспетчер устройств, правый клик на значке Windows, диспетчер устройств, и найдите этот прибор. Возможно, что на нем не установлены драйверы, и нам нужно обновить драйвер для этого устройства. Выполняем на этом компьютере и обзором указываем папку mtest drivers и необходимый вам тип прибора. Если это новая серия AMG1, мы просто выбираем эту папку, нажимаем ОК и нажимаем далее. Когда подключен правильный прибор, у нас в диспетчере устройств появляется EMG, и мы видим, что это EMG1. Также дополнительно мы можем зайти в сервис, удерживая клавишу Shift на клавиатуре и выбирая параметры, мы переходим в техническую поддержку. Видим, что здесь выбран этот же тип прибора EMG1. Нажимаем тест. Если у нас все хорошо, то выскочит такое сообщение: устройство обнаружено. И можем продолжать работу. Когда мы видим запись, прибор пишет «все хорошо». Следующий вопрос – это изменение языка. Заходим в сервис, язык, к примеру, меняем на украинский. Для этого нужно перезапустить программу.
как обновить программу. Также заходим в сервис и выбираем «Проверить обновление». Если у вас установлена последняя версия программы, то будет такое сообщение. Если же у вас версия устарела, то предложит обновить версию. В случае, если вы обновили вашу версию, но вас что-то не устраивает, вы всегда можете вернуться к предыдущей версии вашей программы. Для этого заходите в сервис и, удерживая клавишу Shift, выбираете параметры. И здесь у нас присутствует такая кнопка, как «Откат к предыдущей версии». Все ваши записи будут сохранены. Единственное, что вы будете пользоваться версией, которая у вас была до обновления. Узнать версию вашей программы вы можете, нажав на кнопку «Информация». А чтобы узнать, что нового в этой версии, вы можете выбрать сервис и что нового. И прочитать обновления, которые произвелись в новой версии. Итак, мы рассмотрели с вами наиболее частые вопросы, которые поступают в нашу техническую поддержку. Если у вас что-то будет новое, звоните, обязательно вам поможем. И приятного вам пользования. Всего доброго.